Всем привет! Сегодня приехали на дикий водоем. Будем ловить карасика. Нас на удочку детства, можно сказать. В детстве я на эту удочку ловил. Да все, может, на нее даже пробовали ловить. Начинали ловить. Ну, это в селах обычно так. Сейчас я вам покажу, на какую удочку будем ловить. На тесто для хирабуны будем ловить. Вот такая у нас удочка сегодня. Обзор на удочку. С камышинки. Вот. Тут грузочек, крючок и поплавок. Поплавок очень старый. Это, наверное, может из первых моих поплавков. Ну, вообще раньше использовали из пера гусиного. Ну, я с пера гусиного брал. Делал поплавок. Так что вот так вот, смотрите, сейчас я вам покажу, как выбрать. Раньше, как мы выбирали такие удочки, ну, по крепости, ну, чтобы она крепкая была, чтобы карасика вытащила, например. Сейчас вам покажу, как выбрать. Вот так мы выбирали удочку для рыбалки. Смотрите, ищем, например, камышинку. Сейчас таких и камышинок нету, например. Вот ищем камышинку. Ну, например, вот длинная камышинка нам вроде подходит. Выламываем ее. Но только аккуратно, главное не порезаться. Да. Выкручивать, а не выламывать. Вот такая, например, камышинка. Вот. Длинная камышинка. Получается, берем мы ее за край камышинку. Берем и вот так вот поднимаем, пока она не сломается. Ну, не будет ломаться. Вот если поднимаем, она ломается, значит все, вот это лишнее. Потом дальше вот так поднимаем. Вот, если она гнется, нормально, вот. Вот опять не гнется. Так ломаем. Вот так получается по кончику, пока она перестанет ломаться. Вот так вот мы проверяем ее. Гибкость вот еще до сих пор даже. Вот так вот делаем. Вот, все, вот это хорошая вот. А нет, вот еще тут. Она, раньше мы длинные такие, метра, наверное, может и на 3 находили. Вон там, смотрите, есть хорошие. Но надо лезть в воду. Вот, вот. Хорошая, гляньте, гнется. Вот такая камышинка. Ну, это короткая получилась. Но так мы выбирали, получается, раньше камышинки. Этот кончик отламываем, чистим ее получается, от ее кожуры, листьев ее очищаем, получается. И все, и вот уже удочка у нас готова. Уже первый этап мы прошли. Потом просто ищем перо, подбираем дома, ходим по улице, смотрим. Если нету дома, то соседи там. Ну, вообще найти. В селе, думаю, не проблема найти перо гусиное. Так что, вот так вот мы раньше начинали. Я только обучался. Я помню, еще в то время у нас не было... Ну, вот у меня, я про себя рассказывать буду, не было вот грузков, например. Я тогда только начинал ловить. Мы вот приедем на рыбалочку, класс, оторвало, у нас нету грузка, блин, что делать? А тут знаем, ну, знакомый там дедушка сидит или кто-то. Мы его раз пошли, попросили, он без проблем давал нам грузок и крючки давал. Так что вот так вот. Сейчас, да, сейчас уже все можем себе сами приобрести. Ну, в таком возрасте. Так что такая вот ностальгия. Сейчас вам покажу, как это все происходило. Да, правда, тогда теста не было для хирабуны. Может и было, но я еще не знал про него. На червя всегда ловили раньше, на червя. Ну и хлеб, манка, вот червь. Ну, манка редко, я помню, хлеб и червь. Это все, что самое можно было. Кусочек хлеба берешь, и червяк красный. И красного, да, раньше червя много было. Сейчас его тяжеловато найти как-то в селе. Нужно, наверное, разводить самому. Такие вот дела раньше были. Так мы ловили. Вот на такое тесто будем сейчас ловить сегодня. 918 дикое поле. Всесезонное. Так что сейчас замесим. Будем замешивать его. Берем наши емкости, там где замешиваем. Емкость такая есть, сырковая масса такая, емкость есть. Ну, тут стаканчики обычные, как одноразовые. Рюмки, можно сказать. Берем, получается, насыпаем стаканчик. Сейчас замесим тесто, чтобы оно до того момента, пока я удочку разложу, пока настроится, оно подошло уже. Так, перемешиваем.
емкость, стаканчик, насыпаем тесто. Вот, мне вот столько на пару часиков мне вот столько хватит теста с головы. Ну, набухнет, его будет много. Высыпаем в емкость. Берем глютен от Kingfish. Глютен Kingfish. Тоже на глаз так слегка чуть добавим. Не знаю, может процентов 5 добавим. Тут вроде есть глютен. Мы чуть-чуть немного добавим глютена сюда. Так, все насухо перемешиваем. Хорошо, тщательно перемешиваем. Хорошо перемешали. Берем стаканчик водички. Обязательно водичка с водоема должна быть. Не с крана, не покупная, а вот с водоема должна водичка. Всегда, я всегда что-то или кашу замешиваю, или тесто другое. Всегда с водоема водичку нужно брать. Замешиваем мы, я забыл сказать, тесто 1 к 1. 1 стаканчик воды, 1 стаканчик теста. Даже где-то написано. Ну, перевести тут написано, если на украинский перевести, то там будет написано. Вот, где-то вот так, меньше даже водички. Лучше даже чуть меньше добавлять водички, а потом что добавить лучше. Вот столько у нас где-то водички. Заливаем. И перемешиваем теперь. Хорошо перемешиваем. Лучше я потом, если не хватит, дозамешаю, чем я буду потом оставлять в холодильнике на следующий раз. Ну, оно как-то уже... Оно будет нормальное тесто, неделю хранить его можно. А если я позже поеду, уже будет оно типа с легким запахом, как прокисшее чуть. Говорят, в морозилку нужно. В морозилку ложить, если надолго не будешь ловить на тесто, в морозилку. Вот оно уже почти берется, смотрите. Вот оно уже почти берется. Глютен схвачивается. Но мы оставляем его вот так. Придавим слегка. На 10-15 минут оставляем. Ну, по-разному там. Пока разложимся, вот оставили. Все, теперь поставим. Он настоится. И будет отличное тесто. Так что подписывайтесь. Ставьте лайк. Комментируйте. Это все приветствуется. Меня как мотивирует. Прям так мотивирует. Так что все, сейчас удочку разложимся. И будем ловить. Разложим удочку. И всегда на такую удочку вот я добавлялся леска, было больше, наверное. Вот сама удочка, например, там метра может 2. Еще полметра лески добавлял. Ну, это на всякий случай, для запаски. Вдруг надо будет очень далеко закинуть, например. И вот так на удочку накрученная леска. Раскручиваем. Сейчас где-то минут 26. Так что как раз то, что нужно для рыбалочки. Ну все, размотали. Зацепились. Вот такая вот снасть, смотрите. Вот у нас тут грузок. Я вам покажу на руке, чтобы было понятнее. Грузок вот такой вот. Ну, грузило, грузок.
Это, я помню, такие грузки, я когда-то нашел сетку в камышах, ну, она, получается, была порвана, все, сетка выкинула, там грузки такие были, и посрезал оттуда. Это сейчас самое, ну, я говорю, самых из первых моих грузки. Вот крючок, ну и поплавок. Старенький тоже уже тут, я его клеил уже. Он такой материал, как пробка от шампанского. Пробка. Короче, от шампанского пробка. Сейчас проверим глубину. Так, все отлично. Будем прямо возле берега ловить. Удочка не длинная. Все, 15 минут уже прошло. Вот, тесто замешалось, настоялось. Сейчас собираем его по емкости собираем. Ну все, остатки, которые остались, собрали. Вот оно, хорошее тесто с глютенчиком. Сейчас оно еще подойдет, вообще отлично. Да ты что вообще, то что нужно. Можно еще чуть-чуть даже больше было добавить, ну так тоже пойдет. Карась голодный. Но сейчас будет клевать только так. Сейчас. Первый заброс будет. Я просто шарики так делаю. Я не делаю как для херабуны, там прям надо кусок такой большой. Давай сейчас закинем, будем смотреть. Ну. Уже поклевка есть. Главное на такую удочку желательно за ней наблюдать, потому что если карась клюнет, даже маленький, он может ее утащить вообще, эту удочку. Сейчас попробуем, может где-то найдем подлиннейшую удочку, ну, камышинку, чтобы дальше закидывать. Я туда дальше, в принципе, закидываю сюда. Малек быстро тесто съедает. Оп. И так понял, так несколько часиков могли так держать удочку так вот, на вытянутую руку. Да, раньше ловили такие, наверное, как с полладошечки, даже меньше, там ёршики мы их называли, окуней ловили, карасиков, маленькие-маленькие, вот таких прям ловили. Мы это что, радовались этому. Но это не на этом водоеме было, это там у нас речка еще была нормальная, не заросшая, как сейчас. Когда-то я вам покажу тоже, пойдем пройдемся, я вам покажу, речка заросла так, я уже там блесну кидал, там щука хорошая была раньше, там и щука, и налим, там много рыбы мне рассказывали было, очень много. Я еще застал, когда ёшик был, юны были, и ленек был тогда. Сейчас там ничего нету. Еще на тесто еще. Еще чуть-чуть настоялось. О, первый карасик. Вот наш первый карасик сразу клюнул. Вот такой вот небольшой. Ну, для этого водоема такой средний. Есть побольше. Тут раньше рассказывали карпы. Такие прям, наверное, под килограмм 10 были карпы. Большие карпы раньше были. Ну, были раньше. Пока их не выбили сетками. Водоем просто от села где-то, ну, если я на велосипеде еду минут 30, то на машине еще быстрее. Ну, далековато, можно сказать, от села. Сейчас так берем не в садок, наверное, возьмем тут вот чего-то, одолжим на время попользоваться. Бетончик. Бетончик вот такой вот. Сюда будем карасика ложить.
протекает слегка. Вот так сейчас поставим, что он не будет протекать. Ну и все. Ручки можно помыть. То что? Так, тряпочку сейчас возьмем. Обычно я привык штаны вытирать, но мы будем тряпочкой. Тряпочка, вот она. Тряпочка. Карасик, где наш карасик? Где-то я его сюда кинул. Где ж ты, карасик, делся? А вот он. Такой карасик. Оп, бетончик пошел. Так, второй заброс. Вот и сразу поклевочка, видите, вот так 5 карасик, даже поменьше. Тут быстро очень клюет. Тут успеваю закидывать. Так, закидываем. Не успел закинуть, уже поклевка. Все, тесто съело. Да. Больше глубину поставим. Нужно просто больше, наверное, глютена добавлять тут. Раз дикий тут вообще прям. Тесто быстро разбивает. Так прям возле берега, видите, закидываю. Он еще не успела опуститься, а уже клюет. Вот. Ух, какой карасик. Аж удочка загинается. Вот уже ведет. Карасик, я говорю, тут карасик хорошо клюет, очень, мне нравится. На тараночку для кошечек пойдет вообще. Я тут в предыдущий раз сидел, наверное, часа 2, и тут где-то около 100 штук словил карасиков. Да, они не маленькие, но, ой, небольшие, но пойдет. Именно эти эмоции, вот на такую удочку, тащить карасика такого, это вообще прям одно удовольствие. Вот еще. Раньше мы в 3 раза меньше карасика ловили, вот такого, в 3 раза меньше. Это для нас было, для нас это было такая радость. Может, это просто тесто для херабуны так хорошо работает. Оп, еще карасик. О, это уже покрупнее карасик. Тут... О, это такой, как золотистый карась, или как он? Красный такой карась, ну он желто-красный, плавники красненькие. А когда я на херабуну ловлю, на снасть для херабуны, там получается 2 крючка, там сразу дуплетами я вытаскивал их туда, этих карасей. Вот так мы надеваем такой кружочек вообще, вот. Надеваем вот так вот. И закидываем. Поклевочка ведет сразу, оп. Карасик вот такой вот. Сразу клюнул, вот карасик сразу.
Еще не успел опуститься, уже карасик клюнул. Так ведет карасик. Оп. Вот и карасик. Ну все, я уже закончил рыбалку. Сейчас вам покажу улов, который я словил. Рыбалочка мне понравилась. Я вспомнил ностальгия, прям детство, как я в детстве ловил с ребятами рыбку. Ну такой вот бетончик мы словили. Сейчас я буду переливать в садок и вам покажу, сколько рыбок наловили. Так что такая вот сейчас погодочка, ветерок, да, поднялся, клев закончился, к сожалению. Вот уже ближе к 8 клев закончился. Такой водоем красивый. Сейчас вам покажу. Вот сейчас, если будет видно, хорошо. Ну красивый, мне нравится этот водоем. Да, глубина тут большая, но рыбка сейчас небольшая. Раньше была покрупнее рыбка, сейчас нет. На таком железном коне я приехал. Вот он стоит. Да мне 30 минут, и я уже дома. Так что будем собираться. Вот сейчас я вам покажу уловчик, который я словил сегодня. Карасиков. Сейчас садочек будем переливать. Водичку, вот смотрите. Да, карасик небольшой. Ну, столько, я не знаю, тут может штук 50-60. Да, карасик небольшой. Ну, котикам пойдут. На тараночку пойдет. Так что вот так. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь. Это меня очень сильно мотивирует. Все. Всем спасибо за внимание. Пока.